Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, ноябрь 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, если мы призовем в помощь интуицию, определенный инсайт мы получим. Или какую-то подсказку, просчитаем, может быть, какую-то ситуацию в вашей жизни на пару шагов вперед, пазл своего рода сложим. И у нас сегодня 3 колоды. Мы сделаем более развернутый прогноз по основным сферам жизни. На колоде 78 дверей мы как раз посмотрим, что для каждого по позициям будут означать карты, которые мы достанем. И первая карта у нас все же будет звучать: важное событие в течение ноября для вас. Или чему придется больше уделять внимания, или, может быть, какая-то сфера жизни больше проиграется, как мы говорим. Неожиданное событие. Такую карту достанем. Что завершится для вас, мои стрельцы дорогие? А что нового откроется, как новые двери перед нами будут открыты, или какие новые возможности у нас будут? Что я смогу осуществить? Вот такую карту. И 3 карты по основным сферам жизни, как я говорила: дела, работа, бизнес. Посмотрим денежную энергию, потом раскроем каждую позицию в отдельности. И личная жизнь. Ну, давайте будем узнавать. Рыцарь Пентаклей. Важное событие. Вы знаете, тут больше, конечно, у кого-то просто дела, связанные с детьми. Что-то вы будете решать, может быть, продолжать. Может быть, дети ваши обучение новое начали или какой-то новый вид деятельности, и вы за свое чадо в любом возрасте будете переживать. Но в основном, конечно, это нас самих касается. Это может быть как отчасти и по личной жизни новые отношения, новая какая-то история. Дружба, я бы сказала, по рыцарю Пентаклей это дружба и внимание к деталям. Это когда у нас что-то развивается не быстро, форсированно, а так вот умеренно, надежно, на года, на десятилетия. Ну и где-то вот этот принцип можно применить к нашей занятости. Может быть, это по работе подобная ситуация, когда мы тоже приступили либо к новым обязанностям, либо что-то у нас поменялось в каком-то новом графике, в новом ключе, в новых условиях. Элементарные какие-то перемены, простые даже, могли произойти в вашей жизни не потому, что вы их планировали, но так как-то сложились обстоятельства с элементом новизны, когда мы адаптируемся, может быть, мы с какими-то новыми возможностями уже смотрим в будущее. И нам есть интерес, самое это главное по этой карте. И главное, надежность еще, понимаете? И, наверное, нет какого-то импульса рваться куда-то вперед, а хочется наоборот какой-то размеренности, порядка, уклада, может быть, и прогнозируемых событий. Ну вот как будто так. И по самой карте нам это где-то и обещают неожиданности. Но если только деньги, да, хотя это тоже не неожиданность, нет неожиданностей как таковых. У нас показан человек, ремесленник, который буквально кует пентакли, создает их. И это одна из лучших карт в колоде на работу и на деньги. Работай, у тебя все получится, нам говорят, как и деньги придут. И правда, тут и стабильно, и надежно, и прогнозируемо, и когда все понятно, и когда деньги есть, благополучие есть. Ну, вообще, такой месяц, ноябрь, судя по этим 2 картам, очень даже мне нравится, будем говорить. Правда, я думаю, всем нравится. Дай бог, чтобы так оно и было. Давайте мы посмотрим, что завершится, какое-то ожидание. Может быть, то ожидание, которое было связано, это у нас ведь все-таки Пентакли, посмотрите, и у вас 3-я карта. Значит, на повестке дня точно будут вопросы финансов. Что-то вы будете, может быть, реорганизовывать, перестраивать или пересматривать. Может быть, документы какие-то по имуществу, по жилью, по заработкам, по доходу. Что-то вот такое решать. И если завершается, мы говорим, вот тот период где-то неопределенности может быть, или перезагрузки по 7 Пентаклей это тоже проходит, или буквально какие-то деньги, которые задерживались, мы их теперь получим. Давайте посмотрим, а какие же новые возможности. Ух ты! Ну тут правда, императрица, тут и в личной жизни возможности.
у кого-то, мои дорогие, возможности. Ну, посмотрим дальше карты. Для девушек, для женщин это может быть как беременность, правда, по императрице, или какие-то наши новые планы. Императрица плодовита, во всех колодах нам об этом говорят. И это не буквально плод, да, как говорим, беременность. Это еще и наши планы на будущее. Это наши как внутренние инсайты или то, чего мы хотим достичь, добиться. Это наши намерения и цели, которые мы воплощаем в жизнь. Но это, безусловно, карта власти, власти доброй. И у кого-то это может проиграться на работе, новая должность, новые возможности, способы заработка, когда мы с большим оптимизмом смотрим вперед, а самое главное, у нас все под контролем, как будто мы задаем тон. Но по этой карте нет, знаете, какого-то опломба, вот как по императору. Император это там больше реванш, сила где-то, а императрица, она всем управляет, включая самого императора. Поэтому импульс нет, она скорее больше на диалоговую форму договориться где-то, если нужно сгладить острые углы, найти скорее компромисс, не увеличивать какую-то дистанцию, обойти, может быть, какие-то препоны, да, она найдет 1001 способ. Вот такие энергии, все на увеличение, благосостояние, изобилие, процветание, новые двери какие-то, да, мы спросили, будут открыты. Это сами по себе возможности. Ну и повторюсь, провластная карта, но хотя она в более добрых, спокойных энергиях. Что вы сможете осуществить? Ну, правда, если мы говорим как то, чем мы прежде занимались, или какой-то прежний, может быть, был период, когда мы столкнулись с людьми сложными, со сложным характером, когда нам пытались что-то доказать, когда была какая-то неразбериха, может быть, мы сами какую-то искали информацию, пытаясь найти истину, вот здесь мы ее как будто находим. Сама по себе конфронтация как будто какая-то у нас может как и закончиться, или мы найти вот этот баланс, как по карте императрицы, в тех ситуациях, вопросах или делах, которые раньше словно в стену уперлись из-за непонимания или недопонимания. Мы сможем что-то проговорить в спокойной манере, высветить важные вопросы и сделать это безэмоционально. Вот эту самую правду, истину подать не как мокрое полотенце, а спокойно. Вот, наверное, на то, что мы не реагируем эмоционально, то, что нас где-то не цепляет за душу, а может быть, как по императрице, даже если и зацепило, но где-то выдержку мы призываем на помощь, и тогда мы не обострим какую-то ситуацию, выйдем в какой-то нейтралитет. Сгладить острые углы мы точно сможем, это нам по силам. Дела, работа, бизнес, ожидания. Есть еще какое-то ожидание. Может быть, и ожидание, вот то, что я сказала по императрице. Может быть, это просто вопросы, связанные с вашей семьей, парой. Ваша личная жизнь какая-то выйдет на первый план. Может быть, мы идем оформлять, правда, документы, которые связаны с вашей семьей, с детьми, с супругами, с родственниками, с имуществом, с жильем или еще что-то, то, что именно для вас, мои дорогие, важно. Нам говорят, кстати, мы здесь тоже ничего не форсируем, поэтому в каком-то спокойном ритме будут протекать все те намеченные ваши планами дела. И если даже карта говорит, она ведь все-таки нас призывает еще к интуиции и мудрости, что-то не форсировать. Если придется подождать, то как будто не ускоряем, потому что это ожидание нам сразу говорят, закончится и для тебя с плюсом. Поэтому не место эмоциям, больше места мудрости. Но мы раскроем на колоде 78 дверей. Финансовая энергия, но нам еще раз повторяют, посмотрите, если мы спрашивали, да, неожиданности позиции и конкретно финансы, девятка кубков, хоть и кубки, это не про любовь, это про как раз про финансовый достаток. Эта карта я называю эгоиста в хорошем смысле. Мы все должны быть где-то эгоисты. В каком плане? Мы себя должны хвалить вовремя, понимаете, баловать чем-то. Если у нас что-то получается, пусть маленький вопрос решить. Нужно так планку собственную поднимать, а где-то не копаться в собственных мыслях или оборачиваться назад, когда там что-то не получилось. Здесь у нас показан конкретно ремесленник, можно сказать, или человек, который занимается собственным бизнесом. У кого-то может быть в бизнесе доход. И здесь как бы хозяин ресторана поднимает кубок за здравие свое и своих посетителей. У него все идет по плану. Ему нравится чем-то заниматься, он получает доход, у него все расписано, прогнозируемо. Ну вот где-то и в таком ключе
у вас пройдет ноябрь месяц. Нам уже несколько карт об этом сказали. А с учетом карты императрица и всех пентаклевых карт, даже какое-то ожидание закончится, неразбериха какая-то у вас, видимо, обустроится или расставится все по местам. Может быть, сложности какие-то, острые углы вы тоже обойдете. Не без нашей гибкости это должно произойти. Это тоже правда. Но в целом благополучный период жизни. Личная жизнь. Королева жезлов. Ну, жезлы здесь больше, конечно, энергетика ваша, мои дорогие, огненная. Что-то мы тут хотим осуществить, это импульс, хотя больше по этой карте ведь тоже королева жезлов наиболее удачлива в вопросах дела, работы, бизнес и деньги. Ну, вот про деньги нам сказали, но просто, видимо, если мы про импульс, у каждого свой какой-то план, который вы будете осуществлять. Вот давайте мы раскроем все вот эти 3 карты по основным сферам жизни на колоде 78 дверей. И первое, что мы узнаем, что по вашему месту основной работы. Будем смотреть и для тех, которые имеют дополнительный способ заработка или хотят, допустим, его иметь, поменять работу или ищут работу. Итак, ваша основная работа, где вы получаете основной доход. Ух ты, императрица. 2 императрицы, посмотрите, мои дорогие. Как и должность получить, как для себя прям такую стратегию, тактику проработать на будущее. Нет пределов тому, что вы хотите осуществить. И если мы будем вот в тех энергиях, о которых я говорила, да нет закрытых дверей. И ведь это позиция, что я смогу именно осуществить, какие передо мной новые двери откроются, как возможности. Да любая возможность, как увеличить и доход, и как бы доход уже будет, как шаг к стабильности, к уверенности, как шаг, наверное, к большему самовыражению. Может быть, если мы говорим про властные карты, когда есть возможность получить должность, а может быть, вы ее уже получили недавно, и вы управляете процессом больше, чем управляют вами. Или, по крайней мере, 2 карты нам говорят, вот вам, стрельцы, вот в эту сторону надо стремиться. Давайте мы посмотрим на новый способ дохода. Здесь надо подумать, какую-то ситуацию, как будто есть ли смысл пробивать вот эту брешь, вот эту замурованную дверь, и то, что откроется нашему взору, устроит нас или нет. Может быть, поменять какую-то тактику, может быть, изменить направление. Но определенно есть то, что для нас может послужить какой-то неожиданностью не на теперь, не на ноябрь, а на более поздний период. Мы будем прикладывать куда-то усилия, а потом придем к выводу, что нет, овчинка выделки не стоит, или кольчужка оказалась маловато. По 5 жезлов много информации. И тут самое главное в этой информации, она может быть, как с учетом, кстати, рыцаря мечей, нас могут к чему-то склонять, поэтому принимайте решение самостоятельно. Лучше отступить полшага назад и посмотреть, как развивается ситуация. Или найти, кстати, какую-то истинную правду, если есть конкретный вопрос, из-за которого что-то застопорилось. Потому что вот как в том смысле, который я озвучила, мы можем к чему-то прикладывать усилия, а потом разочароваться, поэтому что-то просчитать. Но не на основе чужих суждений, а именно, мои дорогие стрельцы, ваша позиция сейчас очень сильная в любом случае. Вот как вы видите вы. Вот так как будто нужно продолжать. Но не торопясь. Нам уже несколько карт об этом сказали. Давайте мы посмотрим 2-ю карту на финансы и ваш основной источник дохода. Ну вот еще раз нам повторяют. 9 кубков. Вот она, 9 кубков. Это когда мы всем довольны. Как будто деньги у нас есть. Вот. Уже довольны, плюс-минус, у каждого своя какая-то сумма, это понятно. Но если те деньги, которые к нам приходят из уже нам знакомого источника, деньги будут, тут все размерено и все прогнозируемо, сказала бы так. Давайте мы посмотрим, а на новый способ заработка, как будет доход. А вот правда, одна карта дополняет другую. Посмотрите, жезлы, и здесь паж кубков. Интересная карта, нам изображен человек, который держит какую-то непонятную рогатину в руке. И вот на нас могут влиять люди,
Может быть, еще и вкупе с обстоятельствами. Но чужое мнение в большом количестве. Вот как по этой карте. Здесь человек как будто взял непонятный предмет. Что он будет с ним делать, непонятно. Для чего он ему нужен, тоже непонятно. И что за этим последует, он сам не знает. Он просто встал и думает: пойду, куда глаза глядят, или буду действовать как-то, но он не имеет какого-то плана действия. Вот на нас могут люди так воздействовать, что если мы где-то поведемся на чужие суждения, мы вот где-то, как этот человек, изображенный на карте, встанем потом и будем думать: ну и зачем мне это было нужно? И зачем я время потеряла или потеряла? И вообще, что это было? Поэтому, правда, тут придется анализировать, наверное, чтобы с чем-то не ошибиться. Доверяйте фактам каким-то, мои дорогие. Период-то у вас благоприятный, понимаете? Но, может быть, на последующую какую-то перспективу вы, ну, если даже в ноябре нас устраивает то, что есть, или наш какой-то заработок, это значит, что на будущий период нам словно тоже траекторию материального успеха обязательно нужно просчитать. И именно ваше мнение для вас будет важно. Давайте мы узнаем третью карту, раскроем королева жезлов. И для тех, кто один или одна, личная жизнь. Выход из какого-то лабиринта. Может быть, это мы придем к какому-то выводу по поводу отношений. И здесь как раз в сторону примирения, может быть, если вы сейчас один или одна, потому что поссорились. Ну, кстати, мы сейчас посмотрим на сложные отношения, но здесь это может быть еще и, если затянулся период вашего буквально сольного варианта, мои дорогие стрельцы, тут есть смысл подумать: а чего это я сижу один или одна? Как будто не приносит мне этой радости. Именно жизнь в паре для меня была бы более предпочтительна. Быть честным с самим собой поможет вам выйти из лабиринта. Или, может быть, с кем-то как раз примириться по этой карте. Мы можем принять очень важное решение в личной жизни. Давайте на сложные отношения. Мы не должны себя погружать вот в этот стеклянный куб, да, это карта повешенной. И тут все зависит от нас самих. Мы как будто можем думать, что мы показываем фокус, да, или мы можем ждать, что к нам проявится кто-то первый, если была ссора, было недопонимание. А нам карта говорит: да ты ничего не дождешься. Вот туз мечей где-то и говорит: от ваших, может быть, правильных решений, когда мы больше готовы по императрице, как я сказала, проговорить что-то, не сидеть, не выжидать, не рисковать даже, я бы сказала. Здесь по этой карте, знаете, как будто уперся я и уперся партнер. И суть-то вопроса может быть очень мелкая, но не сошлись, мы как говорим, характерами, да? Что это такое? У нас вся жизнь состоит из взаимопонимания и взаимодействия. И характер мы не можем и не должны менять друг другу. А вот насколько мы в унисон умеем думать и строить планы на будущее, договариваться, вот в этом ключ всех отношений. И здесь мы как минимум должны попробовать, наверное, не огораживать себя, не строить какую-то оборону или не демонстрировать молчание, а скорее суметь проговорить то, что нас не устраивает, проговорить без эмоций. Я сказала, что мы рискуем. Чем мы рискуем? Мы как будто рискуем потерять то, что мы имеем. И, наверное, диалоговая форма может нам помочь окончательно с чем-то определиться, найти вот этот самый выход из лабиринта. Для тех же, у кого была пауза поставлена, может быть, даже и не вами, может быть, тоже партнером, да, и этот партнер ушел в какую-то глухоту, да, в молчание, значит, тоже нужно не ожидать. Для вас будет важно видеть, что есть по факту. И если действительно какие-то отношения превратились уже какое-то время на словно качели, да, то вверх, то вниз, тогда тоже нужно принимать уже какое-то решение, но не ожидать чего-то, понимаете? Для вас как будто ожидание надо прекратить. То, что для нас непонятно, максимально должно быть прояснено в ноябре месяце. Это для вас будет важно, мои дорогие. Давайте мы посмотрим. А для тех, кто в паре, семья
или просто вы в паре живете. Но вот тут будет, наверное, унисон, какие-то новые возможности. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, вы думаете даже про семейный бизнес, или тут что-то интересное может быть. Туз жезлов — это всегда какие-то возможности. И нам показан маг, волшебник, который взмахами рук сейчас откроет двери. И в этой колоде карт как раз самое главное — дверь открыта или закрыта, или как найти ключи к ней. Так вот здесь можно взмахами рук, умением, как будто знаю пассы, знаю какой-то пароль или знаю нужное слово. Это правда про унисоны, про взаимопонимание и про то, что мы строим планы на будущее не один или одна, а вместе. Это совершенно иное качество жизни, какие-то новые возможности. Для кого-то важные решения, у кого-то, может быть, по поводу переезда, смены места жительства или каких-то улучшений в доме, в вашей семье, да все что угодно. У вас же выпадает карта императрицы. Для вас, мои дорогие стрельцы, прекрасное время. Давайте мы достанем на колоде карт добра заключительным аккордом карту совет, как карты видят. Очень добрые карты для вас, мои дорогие стрельцы. Ноябрь, пятерка воды. Красивая карта, нам девушка показана, надеюсь, видно. Как будто она из раковины, да, и в то же время похожа на морского конька. Иногда обозначает как решение каких-то сложных вопросов. Как, знаете, как будто какая-то удача, что-то доброе в нашу жизнь входит. И как раз в этой колоде карт пятерка воды означает высвобождение горя. Когда мы что-то можем, мои дорогие, проговорить, не случайно выход из какого-то лабиринта вам выпадает. Вот выйти из этого лабиринта, может быть, тяжелых эмоций или прежних каких-то переживаний. Здесь как будто по карте говорят, пусть лучше на нас нахлынет какая-то печаль, где-то мы примем все то, что случилось, и поставим в этом точку, чем будем позволять себе в каком-то разочаровании жить дальше. Это карта прилива словно и отлива эмоций. И она нам говорит, удача как будто будет заключаться в том, что эти эмоции сначала к нам придут, мы их переживем, поставим точку, и следом мы окончательно освободимся от каких-то уз или каких-то оков прошлого, эмоциональном плане. И это вот такие прекрасные перспективы для нас откроет. Наверное, какой-то гештальт вы определенно закроете в ноябре. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие стрельцы, и обязательно любимы всегда.